Привет, я Миксакун. Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы раскроем секреты финансового успеха из книги «Богатый папа, бедный папа» Роберто Кийосаки. Эти практические советы могут коренным образом изменить ваше финансовое будущее. Но сначала небольшой вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, почему богатые люди всегда улыбаются? Ответ прост: их деньги работают, пока они отдыхают. Основные идеи. Финансовое образование. Вы знали, что школа нас не учит, как управлять деньгами? Кийосаки говорит, что самообразование – это ключ. Читайте книги, посещайте семинары и изучайте реальные истории успеха. Финансовое образование помогает понять, как работают деньги и как их приумножить. Например, понимание разницы между активами и пассивами – первый шаг к богатству. Исследование Юникиуити et al. 2021 показало, что обучение финансовой грамотности с раннего возраста значительно улучшает финансовое поведение у детей. Представьте, если бы на уроках математики нам рассказывали, как сделать так, чтобы каждый раз, когда вы спите, ваш кошелек становился тяжелее. Активы и пассивы. Представьте, что ваши деньги работают на вас, а не наоборот. Активы – это то, что приносит деньги, например, арендная недвижимость, акции и бизнесы. Пассивы – это то, что забирает деньги, например, кредиты на автомобили и ипотека на дом. Успешные люди инвестируют в активы, чтобы создать потоки дохода. Владение недвижимостью и акциями помогает создавать стабильные доходы и уменьшать финансовые риски, как показало исследование Росакр et al. 2009 говорят, что активы – это ваши маленькие финансовые помощники, а пассивы – это маленькие финансовые вампиры. Кто бы мог подумать, что денежные помощники и вампиры существуют не только в сказках. Квадрант денежного потока. Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди богатеют, а другие остаются в долгах? Кийосаки делит способы заработка на 4 квадранта. И наемные работники зависят от зарплаты. S. Self-employed самозанятые работают на себя. B. Бизнес-оунер владельцы бизнеса создают рабочее место и системы. I. Инвесторы заставляют деньги работать на них. Переход из квадранта EES в квадрант BE – это путь к пассивному доходу и финансовой независимости. Исследование Бендавид Хадар и Хидрт 2018 подтверждает, что финансовое образование и активные инвестиции улучшают финансовую грамотность и увеличивают пассивный доход. Представьте себе квадрант денежного потока как игровое поле для монополии. Разница в том, что вместо того, чтобы собирать деньги за прохождение старт, вы собираете деньги каждый раз, когда кто-то арендует вашу недвижимость. Пассивный доход. Как было бы здорово зарабатывать деньги, не работая постоянно. Пассивный доход – это деньги, которые поступают без вашего активного участия, например, от аренды недвижимости, дивидендов от акций или роялти от книг. Исследование Мадееви и Хорторн 2014 показывает, что пассивный доход от недвижимости, акций и интеллектуальной собственности помогает обеспечивать финансовую стабильность. Пассивный доход – это как когда ваш любимый сериал автоматически обновляется на следующий сезон без вашего участия. Вы просто наслаждаетесь результатом. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше ценных советов по финансам. Финансовый интеллект. Умение управлять деньгами и инвестициями – это суперсила. Кийосаки считает, что финансовый интеллект важнее традиционного образования, потому что он помогает принимать обоснованные финансовые решения. Финансовый интеллект включает в себя понимание бухгалтерского учета, инвестиций и законов, связанных с налогами. Исследование Уолстед et al. 2010 показывает, что финансовое образование значительно улучшает финансовую грамотность студентов. Если бы финансовый интеллект был супергероем, его костюм был бы украшен символами долларовых знаков, а его суперспособностью было бы превращение любой неудачи в инвестиционную возможность. Диверсификация. Инвестировать все деньги в одно дело рискованно. Диверсификация – это распределение инвестиций по разным активам, чтобы уменьшить риски.
Инвестирование в акции, недвижимость и бизнес одновременно помогает защититься от потерь. Исследование Петсерн и Ойтербрн 2020 подтверждает, что распределение инвестиций по различным активам помогает уменьшить финансовые риски и увеличить доходы. Представьте диверсификацию как шведский стол инвестиций. Вместо того, чтобы положить все на одну тарелку, вы пробуете понемногу всего, чтобы не остаться голодным, и если одно блюдо не понравится. Корпорации. Создание корпорации – это не только для больших компаний. Кийосаки объясняет, как богатые используют корпорации для минимизации налогов и защиты своих активов. Например, если у вас есть корпорация, ваши личные активы защищены от долгов компании. Исследование Мандмая 2020 подтверждает, что использование корпораций для минимизации налогов и защиты активов – эффективная стратегия, которую применяют богатые люди. Создание корпорации – это как надеть броню на свои активы, вы защищены от любых финансовых атак и готовы к любым испытаниям. Примеры из книги. Богатый папа учил Кийосаки, что важно владеть бизнесом и инвестировать. Он начинал с покупки маленьких домов для сдачи в аренду и постепенно перешел к большим коммерческим объектам. Богатый папа объяснял, что ключ к богатству – это создание и владение активами, которые приносят доход. Говорят, что богатый папа мог заставить даже камень приносить доход, если бы это было возможно. Бедный папа верил в стабильную работу и пенсию, но не смог достичь финансовой независимости. Его доходы зависели от труда, а не от инвестиций. Он советовал Кийосаки учиться хорошо в школе, получать хорошую работу и работать усердно, но эти советы не привели его к богатству. Бедный папа был мастером работы, но так и не стал мастером богатства. Личная история Роберта. Кийосаки начал с малого бизнеса по производству нейлоновых кошельков, а затем перешел к крупным инвестициям в недвижимость и бизнесы. Он экспериментировал с различными инвестициями и учился на своих ошибках, что позволило ему накопить ценные знания и опыт в области финансов. Если бы Роберт Кийосаки писал автобиографию, она бы называлась «Как я превратил свои ошибки в золотые слитки». Заключение. Следуя советам из книги «Богатый папа, бедный папа» и подтверждениям из различных исследований, вы можете изменить свое финансовое будущее. Обучайтесь, инвестируйте в активы, создавайте источники пассивного дохода и стремитесь к финансовой независимости. Важно постоянно учиться и применять полученные знания на практике, чтобы добиться успеха. Помните, что даже маленький шаг в правильном направлении может привести к большому финансовому прорыву. Mix